Всем салют! Сегодня сделаю видео ознакомительное по героям нашей игры. Это видео будет предназначено в большинстве для начинающих игроков, неопытных, потому что для игроков, которые давно играют, для старожил этой игры, нести какую-то смысловую нагрузку оно вряд ли будет. Но не все у нас такие игроки, есть много людей, которые только недавно пришли в проект, поэтому думаю, какую-то полезную информацию они смогут почерпнуть из этого видео. У нас есть в игре как бы два класса героев. Это те герои, которые в основном физическими войсками воюют и которые предпочитают воевать дальними или магическими. Вот. Что в принципе связано друг с другом в большинстве своем. Поэтому прежде чем выбирать героев, да, который у вас будет основной герой, соответственно, к основному герою вам нужно будет делать привязку всех остальных героев при выборе, так как если вы сделать, например, основным героем мага Розы, да, и потом взять варвара и качать варвара, будет очень накладно. Это будет требовать очень больших вливаний финансовых, потому что без доната прокачать двух таких разных героев не получится. Это связано и с одеждой, которую потом нужно будет собирать, и также с прокачкой как и юнитов, так и сердца и тому подобных вещей. Поэтому вам нужно определиться в начале, какими войсками вы будете воевать, физическими, да, в ближнем бою, и в дальнем тоже они есть, или же вам больше нравятся магические войска. Соответственно, к этому, когда вы делаете выбор, будет привязан дальнейший выбор и героев. Если вы идете по физикам, то тогда вам будут больше интересны такие герои, как варвар, панда, рыцарь феникса, некромант, друид. Это из простых героев, да, они также еще делятся на обычных героев, которые есть у нас вот в таверне, но еще есть и герои, которые вот можно приобрести только применяя донат. Даже иногда появляются ивенты, да, у нас на этих героев персональные, но там без доната получить тоже, возможно получить, но на это уйдет вас не меньше года, так как ивенты редкие. Вот на завоевателя было 2 ивента, и без доната получить завоевателя не получилось бы, потому что если выполнить все задания, можно получить только 40 фрагментов. 2 ивента 80 фрагментов. Чтобы получить его, нужно вложить средства определенные. Вот. Вернусь к тому, почему нужно героев выбирать по тому стилю игры, который вы планируете. У каждого героя есть персональный талант. И эти таланты комбинируются, да, то есть если вы на арене выставляете 5 героев, все таланты будут работать друг у друга. Соответственно, если вы хотите играть магами, да, вам сразу дают мага Розы, вам он понравился, вы планируете им играть, соответственно, вторым героем желательно вам получить Рафию, так как она дает своим талантом, повышает урон в дальнем бою. И соответственно, то есть ознакомиться с описанием героев, желательно посмотреть на их таланты основные, да, какие дают, и сделать комбинацию именно талантов. Они будут вам нужны не только на арене, то есть, соответственно, кого-то вы будете бить мобилизациями, где-то защищаться, когда вас будут атаковать, выставлять на стену не только одного героя, можно 2-3 выставить, в зависимости от лазарета и силы атакующего. И эти комбинации талантов очень сильно будут вам помогать, как в обороне, так и в атаке и во многих других местах. Поэтому стоит на это обратить внимание и подбирать своих героев именно вот исходя из такой тактики и стратегии, которую вы выберете на всем протяжении игры. Потому что менять очень будет тоже сложно. Если вначале играть магами, а потом на 28 или на 30 уровне хотите перейти на физиков, это будет очень сложно. Вот. Героев у вас будет 5. По поводу того, стоит ли брать следующих, набирать 6, 7, 8 героев. Если вы играете без доната, просто обычный игрок, да, или с минимальным вложением, большое количество героев вам не будет приносить больше пользы. Получить их довольно-таки сложно в плане того, что вам нужно собирать или прокрутить дракона
3 раза, да, там взять 10 фрагментов в каждом прокруте, нужно 30 фрагментов. Или же выполнять секретный приказ. С секретного приказа падает 1 фрагмент, можно взять, да, то есть это вам нужно, получается, 30 секретных приказов выполнить. Тоже как-то не сильно, как по мне, целесообразно, потому что можно использовать эти вещи более продуктивно. Поэтому вот я отыграл 5 героями очень долго и взял вот именно донатного персонажа себе, да, то есть выбрал его за его талант, вот этот основной, да, который очень помогает на арене и в различных мобилизациях. Вот, поэтому набирать других героев стандартных я не вижу себе смысла, потому что одеть обуть их сложно, прокачать их, довести до боевого уровня тоже очень сложно, а один сборщик, он особо погоды не сыграет. Да, единственное, что он можно больше чуть руды собирать, потому что ресурсы, для ресурсов лучше завести пару твинов, чем пару героев. Это будет намного профитнее. Поэтому набирать 7-8 героев, потом их очень сложно прятать, когда вы летаете в этот самый колонизацию, да, то есть вы прилетите, пока вы там попрячете своих героев, если у вас там 7-8 штук, вас могут кандалами пару раз уже поприветствовать на новом сервере, да. То есть 5 героев гораздо проще спрятать, чем 8 или 9. А если вы набираете там всех героев, соберете себе, потом у вас и очереди похода не хватит и тому подобных вещей. То есть будут возникать трудности. И лучше не спешить с этим. Потому что все остальное, что они там дадут, плюсы, повысят там вам вместимость лазарета, или больше вы будете собирать труды или ресурсов, это на самом деле мелочи по сравнению с тем, с трудностями, с которыми вы можете столкнуться от большого количества героев. И также вы потеряете ресурсы, которые на то, чтобы получить этих героев. Вот ивенты на геройские, да, у нас было 2 на завоевателя, 2, по-моему, на шамана было уже, и по одному на лорда стихии и вот на Леонида, да. То есть если эти ивенты идут, в них есть смысл собирать фрагменты вашего героя, которого вы хотите, и, соответственно, потом уже с секретного приказа можно добирать, там в каждом секретном приказе по 3 фрагмента дают, да, или же ждать следующий ивент и в нем брать. Вот это и есть смысл. Эти герои новые, они очень интересные, у них интересные навыки, они сами по себе очень сильные. Вот. Но, увы, ивенты эти проходят очень редко, не знаю почему. Хотелось бы, чтобы они проходили чаще, хотя бы там раз в 3 месяца, как минимум. Потом, раз в месяц нам никто не сделает, но хотя бы раз в квартал бы, если бы этот ивент проходил, было бы замечательно. Все бы смогли добрать себе этих новых героев, не только донатеры, но и обычные игроки без проблем бы получили этих героев и потихоньку бы развивали и растили. Вот. Такое вот краткое видео. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, постараемся на них ответить. Все, спасибо.